Привет, друзья! Сегодня вот такая веселая, красивая задача, которую действительно можно решить за 5 секунд, даже за 3 секунды. Ну, конечно, если знать. Я думаю, многие из вас так и сделают. Напишите, кому удалось сразу решить эту задачу, увидеть сразу решение. Ну, а мы поговорим просто о задачах такого типа. Некоторым зрителям, особенно новым, особенно тем, которые смотрят без подписки, нас кажется, что мне кто-то присылает какие-то задачи, я как убею их решаю. Дело обстоит как раз наоборот. Это я придумываю, составляю задачи и присылаю вам, а вы уже решаете, как умеете. Я показываю одно из возможных решений, которое мне нравится на данный момент. Это может быть тригонометрия, метод координат и так далее. И поэтому, когда вы кричите в комментариях, зачем так сложно, представьте, что вы пришли на тренировку по футболу, и тренер вам дает очень сложное упражнение, а вы говорите: тренер, зачем так сложно? Давайте это самое, будем бить 11-метровые. Ну, не всегда же в игре получится бить 11-метровые, поэтому мы тренируемся, рассматриваем, вообще говоря, разные подходы. Вот здесь стоит первый вопрос. Какой? Вот треугольник тремя сторонами задается однозначно. Если, конечно, задается, если выполняется неравенство треугольника. А здесь четырьмя сторонами задается трапеция однозначно. А при каких условиях? А вот представьте, я сказал бы, есть набор чисел 3, 4, 5, 6. Это длины сторон трапеции. Сколько трапеций можно составить из таких отрезков? Одну, а может две, а может несколько. Вот одна из них составлена точно. Ну, а потом уже возникает второй вопрос. Если формула площади трапеции задана четырьмя сторонами, допустим, она задается, да, это как-то мы выясним попозже. А вот если формула есть, подобно формуле Герона, но она сложная, запоминать неудобно. Поэтому запоминать придется метод решения. А какой метод решения для таких трапеций существует? Для равнобедренной однозначно две высоты. Ну вот и для таких трапеций, вообще говоря, в 80% случаев прокатывает две высоты. Смотрите, как делают. Поступают для тех, кто не знает, кто школьник. Ну, проводят две высоты, вырезается прямоугольничек внутри, два прямоугольных снаружи. Учитывая, что противоположные стороны прямоугольника равны, снизу тройка, 6 минус 3 – 3, тогда, принимая это за х, а это за 3 минус х, можно применить дважды теорему Пифагора, правильно? Вот слева найти h в квадрате, и справа найти h в квадрате. Это одно и то же h. Получится уравнение, и найдем, скорее всего, x. Это прокатывает в 80% случаев. Но есть нехорошие дядечки типа меня, которые могут вам устроить проблемы. А какие проблемы они могут устроить? А что такое трапеция? Это четырехугольник, у которого две стороны параллельны, они называются основаниями, а две другие нет. Ну и тогда, если у нас основания вот расположены благополучно, вот одно так, а второе, которое поменьше, вот так, все у нас получается красиво, все видят трапецию, правильно? А что будет, если верхнее основание я начну сдвигать? И сдвину чуть-чуть вправо или влево. Вот я сдвинул вправо, это меньше основания. И что за трапеция у нас получается? А какая-то такая кривая. Ну, у нее по-прежнему две стороны параллельны, две другие нет, это трапеция. Но при проведении высот, смотрите, что происходит. Одна из высот попадает на продолжение большего основания, и где-то теперь x совершенно непонятно. Может быть, еще более радикальный случай. Посмотрите, какой. А если я угоню трапецию вообще так, верхнее основание, что оно при своем проецировании уйдет вообще из поля нижнего основания. Вот, пожалуйста, а почему не трапеция? Две стороны параллельны, две другие нет. И что теперь? Трудно сказать, что у нас высота попадает одна сюда, а вторая сюда, и возникает сложная ситуация. А что теперь принимать за x? Вот об этом и поговорим. Ну, поехали. Я все это сотру и скажу, что в 20% случаев помогает проведение параллельной из вершины меньшего основания к большей стороне. Итак, я провожу параллельную из вершины меньшего основания к большей стороне. Что происходит?
моя трапеция разбивается на параллелограмм и треугольник. А что это дает? Из того, что параллелограмм, получается, что у него сразу же известны противоположные стороны, они равны, сторона будет 3, та 4, и тогда, отнимая от длины нижнего основания троечку, либо другое число, мы получим треугольник, у которого будут известны 3 стороны. Вообще говоря, если этот треугольник задан 3 сторонами, то есть выполняется неравенство треугольника, то и трапеция задана. Ну, если обозначить основание А, Б, боковые С и Д, то оказывается, если для чисел С, Д и вот это будет А минус Б, для этой тройки С, Д и А минус Б выполняется неравенство треугольника, то трапеция существует. Это способ задания трапеции. Ну и проверки при данных числах трапеция есть или нет, будет или не будет. И второе. Данный способ позволяет нам найти очень быстро площадь нашей трапеции. Как и почему? Ведь если треугольник задан 3 сторонами, то мы можем найти его высоту. Правильно? Если мы найдем его высоту, это и будет высота трапеции. Правильно? Правильно. А как можно найти площадь треугольника по 3 сторонам? Вот и здесь работает. Первый шаг. Находим S по герону этого треугольника. Вот. Со сторонами какими-то. Вот. И затем уже, найдя эту высоту, применяем второй шаг. Это в общем случае. S находим треугольника как 1, вторая, а на H. И вот найдя H треугольника, которая равна H трапеции, мы получим площадь нашей трапеции. Ну вот, попробуйте потом решить домашнюю задачу, выбрав все, что угодно. Все уже видят решение, которое я нарисовал. Я очищу все рисунки. Посмотрите. Как решать за 3 секунды? За 3 секунды. Итак, я мысленно провожу отрезок параллельный одной из боковых сторон. Бах! Получаю параллелограмм мысленно, у которого вот это будет 4, это будет 3, тогда это будет 3. И у меня треугольник 3, 4, 5, так он же египетский. Вот такая египетская сила, извините, получилась. Значит, здесь прямой угол. На трапецию он рисовал неправильно, а я откуда знал, какая. Будет там крики, посмотрите, что чертеж неправильный. Когда вы получается текстовое задание, задача геометрическая, вы рисуете какой-то рабочий чертеж. Ну, если хотите, потом в конце его уточните. Но пока неизвестно. Итак, трапеция прямоугольная, следовательно, H, ее высота равна 4. Ну, 3 плюс 6 пополам и на 4, 9 у 2, 18. Итак, площадь нашей трапеции, S, трапеции, будет равна А плюс Б пополам на H. Ну, 6 плюс 3, это все в уме делается. Я, конечно, медленно делаю, чтобы все поняли. Вон, посмотрите. 9 у 2, 18. И задача решена. Ответ 18. Повторюсь, у вас есть домашнее задание. Огромное спасибо тем 30% зрителей, которые подписаны на канал. Мы делаем с вами одно большое общее дело. Мы не даем погибнуть нашей вот математике, школьной, геометрии, возбуждаем интерес, потому что понятно, что за математикой будущее. И будущее каждой страны, экономики каждой страны, безопасности каждой страны. Поэтому виват, ребята, в ближайшее время я открою на этой неделе канал ВКонтакте и канал в Телеграме. По крайней мере, я так планирую. Нормально, у нас впереди очень большие перспективы. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.